Привет! Сегодня поговорим про привычки. Какие они бывают, на что влияют, какие привычки хорошие, а какие плохие. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, почему ты все время делаешь одно, а потом думаешь, блин, нужно было сделать по-другому. Меня зовут Александр Романов, и ты на канале «Подумай над этим». Я даю тебе пищу для размышления, а ты сам решаешь, нужна она тебе или нет. Поехали. Итак, привычки. Я думаю, ты сам знаешь, что такое привычки. Однако позволь, я предложу тебе свою версию и мое видение, что это такое. Как по мне, привычка – это наша неосознанная реакция на то или иное действие. Привычки бывают осознанные и неосознанные, частые и редкие. Однако любая привычка, она системная и будет проявляться всякий раз, когда в нашей жизни будет проходить что-то, что ранее уже случалось. Например, одна из самых распространенных привычек – это привычка чистить зубы. Кто-то привык это делать утром, кто-то вечером. Это одна из осознанных привычек. Почему осознанная? Потому что прежде чем пойти и почистить зубы, то есть сделать действие, человек сначала думает, так, нужно пойти почистить зубы. Ну и, соответственно, за этим уже следует действие. Или другой пример. Когда человек долго работает на одной и той же работе, он наизусть уже запоминает маршрут следования до работы. Он наизусть знает все номера автобусов или маршруток, которые ему нужны. Он знает, на какой станции метро заходить и на какой станции выходить. Если ездит на машине, то он наизусть помнит все светофоры и в каком ряду лучше ехать, чтобы побыстрее проехать пробку. Я вот, например, 2 года уже езжу до работы на машине и наизусть выучил все светофоры. Каждый раз перед выходом из дома вы так или иначе рисуете себе маршрут следования. Так сказать, рисуете себе мини-карту, чтобы мозгу было понятно, куда двигать ноги и куда смотреть глазами. Скорее всего, этот процесс занимает не больше нескольких секунд, но тем не менее он все равно происходит осознанно. Подобного рода привычки и называются осознанными, потому что прежде чем среагировать на ту или иную ситуацию, мы обдумываем свою реакцию, а потом уже, собственно, происходит действие. Осознанные привычки легко отследить, и, соответственно, от них легко избавиться. А вот с неосознанными привычками уже все куда сложнее. Неосознанные привычки – это наши необдуманные реакции на те или иные действия. Как-то очень заумно получилось, да? Сейчас подробнее объясню. Вот вы идете по улице и вдруг слышите, что кто-то крикнул ваше имя. Что вы сделаете? Правильно, вы машинально развернетесь в ту сторону, откуда услышали крик. Это произойдет неосознанно. Это будет автоматическая реакция вашего подсознания на данную ситуацию. Неосознанным привычкам можно отнести ваше поведение в общении с начальником, с друзьями, со второй половиной. Люди состоят из набора неосознанных привычек. В одной ситуации мы ведем себя так, в другой совсем по-другому. Чаще всего это происходит неосознанно. Когда-то мы загрузили себе в голову программу, что начальник на работе главнее нас. И всякий раз, когда мы с ним сталкиваемся, у нас появляется непонятный мандраж и волнение. А для этого нет никаких причин. Это наша неосознанная привычка, следуя которой мы именно так себя и ведем. Все происходит неосознанно. И так почти во всем в нашей жизни. Как вам такая мысль? Интересно, как избавиться от неосознанной привычки? Сейчас расскажу. Сразу оговорюсь. От неосознанной привычки невозможно избавиться быстро. Такие привычки въедались нам в голову годами. Поэтому придется постараться. Для начала нужно отследить эту привычку. Так сказать, поймать ее за хвост. Нужно понять, что вот в такой ситуации вы все время реагируете на нее именно таким образом. Тут могу вас обрадовать. Обнаружить такую привычку – это, считай, полдела. Дальше наша задача каждый раз, когда происходит подобная ситуация, вспоминать, что сейчас будет вот такая реакция, и постараться среагировать по-другому. Поначалу получаться не будет. Это идеальный вариант. На начальном уровне достаточно хотя бы поймать привычку после того, как вы среагировали. В таком случае вы будете каждый раз ловить себя, и со временем вам станет проще отслеживать эту привычку. Поначалу будете ловить ее после вашей реакции, потом будете отлавливать ее во время вашей реакции. Тут вы сможете пресекать свои действия, пока еще не довели их до конца. И на самом продвинутом этапе вы сможете отлавливать их еще до того, как начали реагировать на ситуацию. В этот момент вы уже можете подумать: так, меня такая реакция не устраивает, я хочу сделать по-другому. Например, вот так.
и уже делайте, как считаете нужным в конкретный момент. Таким образом, мы неосознанную привычку сделали осознанной. А как я уже говорил, с осознанными привычками работать куда проще. Просто отслеживать их и реагировать по-другому. Вот и все. Правда, есть еще один нюанс, почему от неосознанной привычки сложно избавиться. И на самом деле тут ответ лежит на поверхности. Большинство наших неосознанных привычек происходит с нами в жизни не так часто, как хотелось бы. Например, ругань со своим партнером. Люди, как правило, не так часто ссорятся, если это, конечно, здоровые отношения. И из-за этого отследить свою реакцию сложнее. Вот вы поссорились сегодня. Следующая ваша ссора произойдет, к примеру, через месяц. К тому времени вы уже можете и забыть, что вас не устраивает ваша реакция, и то, что когда-то вы хотели среагировать по-другому. Вот я к чему говорю. И чем реже происходит то или иное событие, тем сложнее отследить вашу привычную реакцию. Проходит период остывания, и вы забываете про это. Поэтому нужно все время помнить, что вы хотите в себе изменить. Например, записывать все это в блокнот или какой-нибудь дневник и периодически возвращаться к своим записям. Так вам будет проще запомнить, что конкретно вы хотите изменить. Только если какая-то ситуация в вашей жизни происходит редко, не нужно специально ее провоцировать. Если вы хотите быть увереннее при споре, не нужно спорить со всеми подряд. Из этого ничего хорошего не выйдет. Во-первых, вам это не поможет, во-вторых, вы можете только приобрести еще одну вредную привычку постоянно со всеми спорить. Примерно так и работают все наши привычки, а мы следуем у них на поводу. Подумайте над этим. Пишите в комментариях, какие у вас привычки и почему вы хотите от них избавиться, а самые популярные мы разберем более подробно в следующих видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, впереди еще много разных тем, над которыми определенно стоит подумать. Пока.